Всем привет, вы на Старайс ТВ. В этом видео речь пойдет про чемпионат мира по ГО в Владивостоке. В принципе, его можно не смотреть, его можно просто слушать, так как, я думаю, ничего интересного в кадре происходить не будет. Что ж, можем начинать. Право проводить чемпионат мира во Владивостоке Российская Федерация ГО получила в 2017 году. Как вам многим известно, каждую страну может представлять только один участник. Так что в 2019 Российской Федерации ГО предстояло решить, какая система будет использована для отбора представителя Российской Федерации. Было решено, что по итогам чемпионата России 2019 года 4 занявших самые высокие места любителя составят команду кандидатов, между которыми позже пройдет отборочный турнир, и его победитель представит Россию на чемпионате мира. Победителем того чемпионата стал Александр Динерштейн, но он профессионал, так что команду кандидатов составили Антон Черных, Дмитрий Сурин, Степан Попов и я. Именно в таком порядке. Каждый из участников получил грант в размере 100 тысяч рублей на подготовку к чемпионату мира. На эти деньги мы могли получать уроки, участвовать в турнирах и заниматься чем-то еще. Как раз во время поездки на один из таких турниров в Гренобль на Кубок Элли обострилась ситуация с коронавирусом, что осложнило задачу проведения чемпионата мира. Позже, когда я и Антон были в Хорватии на первенстве Европы до 20 лет, откуда мы еле успели вернуться до закрытия границ, стало понятно, что проведение чемпионата мира во Владивостоке в 2020 году накрывается медным тазом. Во Владивостоке, вот. Во Владивостоке. Стало очевидно, что не удастся провести в назначенное время чемпионат мира, к сожалению. И первая мысль была о том, чтобы перенести чемпионат мира на сентябрь. Тогда еще казалось, что пандемия не продлится так долго, не может этого быть. Буквально через пару-тройку недель уже стало понятно, что сентябрь, к сожалению, вряд ли сработает. Пришла идея попытаться уговорить Международную федерацию на то, чтобы они позволили нам перенести чемпионат на год. Тогда это еще не было мейнстримом, тогда не было еще переносов Олимпийских игр в Токио, не было переноса чемпионата Европы по футболу. Мы сами это первые придумали, до них. Обратились в Международную федерацию и долго нам не отвечали и думали, потому что следующий чемпионат мира был уже расписан на Корею. Но спасибо большое корейским нашим друзьям и федерации. Они пошли нам навстречу, понимая, насколько важно проведение чемпионата мира в России, сколько мы уже вложили в это, и они согласились. До последнего, конечно же, мы сомневались, что это в принципе реализуемо, проводить целиком в интернете чемпионат мира. Совсем не хотелось, ни при каких обстоятельствах. В итоге удалось провести 20 человек. Еще порядка 37 играет в онлайн-формате. То есть впервые опять мы придумали с нуля абсолютно гибридную форму проведения. И это все состоялось. Во Владивостоке. После отмены чемпионата мира в 2020 году Российская Федерация ГО централизовала занятия кандидатов с тренерами сборной России. Ими стали Алексей Лазарев и Илья Шикшин. Впрочем, нам с Антоном занятия с Алексеем Викторовичем не показались полезными, из-за чего мы захотели от них отказаться, и РФГ нам разрешила. Позже, перед чемпионатом России 2020 года, следовало решить, что стоит делать с командой кандидатов. Было 3 варианта. Оставить ее такой же, составить новую по итогам чемпионата России 2020 года, либо как-то скомбинировать оба варианта, расширив команду кандидатов до необходимого количества человек. Был выбран второй вариант, и по итогам чемпионата была составлена новая команда. Тот чемпионат снова выиграл профессионал Илья Шикшин, а третье место занял Александр Динерштейн. На остальных местах первой шестерки расположились я, Антон Черных, Дмитрий Сурин и Игорь Немлий. Занятия возобновились, и мы с Антоном снова захотели отказаться от занятий с Алексеем Викторовичем. Но он сказал, что он ответственен за наш результат и за нашу подготовку к чемпионату мира, и попросил нас следовать всем его указаниям. По сути, отказываться от занятий нам не позволил. Антон терпеть это не захотел, после чего Лазарев сказал: «Окей, тогда ты больше не находишься в команде кандидатов». И пригласил запасного, занявшего 7-е место в чемпионате, Игоря Бурнаевского. В общем, таким составом мы продолжали занятия до тех пор, пока через пару месяцев о решении Алексея не узнала Российская Федерация. Оказалось, что он не сообщил им о своем решении, и, естественно, вернуть Антона обратно, потому что он был сильнейшим любителем страны на тот момент. Отцеплять его от команды просто так, конечно же, им не хотелось. Выгонять же Игоря Бурнаевского было поздно, так что команда кандидатов расширилась до 5 человек. Параллельно со всей этой историей РФГ организовала для кандидатов несколько тренировочных турниров, в которых принимали участие в том числе игроки юношеской сборной России, иностранные сильные игроки и Чернышов Василий.
Он же ни туда не входит. Чаще всех остальных в тренировочный турнир приглашался Алекс Муромцев. Так что, когда дело дошло до формирования окончательного состава турнира кандидатов, РФГ решил добавить и его. Теперь, собственно, турнир кандидатов. Он прошел 8-10 мая в Москве, и все уже знают его результаты. Я после 2 поражений в первый день турнира занял 2 место, и я не хочу рассказывать, почему так получилось, потому что это будет похоже на отговорки, а я не хочу оправдываться. 1 место занял Антон, и он сделал это заслуженно, так что он и получил право представлять Россию на чемпионате мира уже 2021 года. Мы с Игорем Бурнаевским стали 1-м и 2-м запасными соответственно. Антон прилетел во Владивосток за несколько дней до начала турнира, чтобы адаптироваться к часовому поясу, получить несколько занятий настольным теннисом, и в целом все было хорошо до тех пор, пока за день до начала турнира и за несколько часов до открытия он не заболел. По имеющейся у меня информации, цитата, вроде с животом что-то. В момент записи он находится в больнице. В момент вашего просмотра он будет уже в Москве. Его здоровью ничего не угрожает. Он будет в порядке, просто немного позже. Далее РФГ в срочном порядке провела собрание, после которого мне, в качестве первого запасного, предложили заменить Антона и представить на чемпионате мира Российскую Федерацию. ГО. Мы помним, что играть под российским флагом нам запрещено. Сразу, отвечая на вопрос многих, да, я, наверное, доволен, что приму участие в чемпионате мира. Но, с другой стороны, я расстроен, что это получилось именно таким образом. Ведь вышло, что я не заслужил это право, а просто получил его. Но еще больше я расстроен за Антона. Мне кажется, самого невезучего игрока ГО в российской истории. Всем удачи!